Хогвартс Легаси. Никаких спойлеров сюжетных не будет, не беспокойтесь. О нем я могу говорить в вечность, ведь это единственный проект по миру Гарри Поттера без Гарри Поттера, которая удалась на все 100%. Как же сильно я ошибалась, считая, что это пустая трата времени. Хогвартс бесполезно смотреть на стриме и где-либо еще. В него нужно играть самому. Вам нужно прочувствовать взмах палочки, крыло гиппогрифа, самому побывать в Хогвартсе и лично, нажимая на те или иные кнопки, изучать этот мир во всех его проявлениях. Первое, что мне бросилось в глаза, это не взаимодействие с миром и даже не его масштабы. Это цветокор. Дело в том, что если вы смотрели фильмы Гарри Поттер, то замечали довольно тусклые цвета, далекие от контраста в самом мире, не считая искр от заклинаний, и именно правильно подобранные цвета и их тон задали как никогда правильную атмосферу Хогвартс Легаси. Об этом мало кто задумывается, и это мало кто понимает, но при создании той или иной игры разработчики не просто так выбирают либо ядовито-яркие цветовые решения, либо же наоборот тусклые и спокойные. Хогвартс же смог сохранить в себе не только атмосферу фильмов, а также оставить то самое ощущение единения с миром и его природой. Мне казалось, будто эта вселенная такая же реальная, как и Средиземье, с его довольно спокойными тонами в кино, и такое спокойствие дало мне, как я считаю, правильное понимание мира, а именно его неизменную быстротечность и наше, пусть и недолгое присутствие, которое скрашивает эту довольно простую, обыденную жизнь фермеров и фантастических обитателей. Хогвартс не имеет какого-либо экшена, он скорее напоминает о той, другой стороне игрового мира, которая пусть и не так часто, но радует нас. Не всегда игра была добра, но она не враждовала с тобой, не заставляла тебя переходить черты дозволенного, а рассказывала свою уникальную историю. Будь Хогвартс чуть ярче, он бы создал не совсем то впечатление и не сохранил бы в себе традиции вселенной Гарри Поттера. Когда я впервые начала сюжет, первое, что пришло мне в голову, что это полная, несусветная и скучная чушь. Однако, когда я начала играть во второй раз и дошла до конца, то, на мое удивление, мне действительно понравилась история. Ты начинаешь задумываться о правильности поступков злодеев и их мотивов. Ты понимаешь, что в данном вопросе речь идет не о серой морали, а о том, что, скорее всего, злодей прав. Так как без спойлеров, то я не могу рассказать вам о сути происходящего, но несмотря на это, обзор выйдет довольно полноценно. Мы привыкли, что в играх должна быть либо кровавая бойня, либо мат, либо очень жестокая взрослая сюжетная линия. И мы забываем, что не все игры делаются под взрослую аудиторию. В данном случае речь идет о детях 12+. И, конечно же, я поддерживаю, что сюжет сделан довольно сдержанно. Нет, он не для галочки, просто смотреть его надо с двух сторон, а не с одной. Помимо сюжетной линии, есть линии некоторых героев, которые дополнят вашу историю и сделают ее очень интересной. Больше всего мне понравилась ветка с Себастьяном. Непростая история его семьи, его амбиций и злости провели нас по всей квестовой дороге от улыбающегося ученика до опустошенного мага, и это было потрясающе. Сюжет с ним довольно сильный и заставляет о многом задуматься. Но не только он один покорил мое сердце. Местный Дроздов в виде девочки тоже поможет вам узнать мир, только не людей, а животных. Очень добрые задания подарят вашему уставшему сердечку чуть больше любви, улыбок и хорошего настроения. Тебе не хочется размышлять и философствовать. Ты просто наслаждаешься поиском этих чудесных созданий и расслабляешься. Еще одна квестовая линия, которая начнется почти сразу по прибытию в Хогвартс, это помощь ученице с ее непростыми делами с местными врагами. Эти квесты именно приключенческие, и несмотря на то, что девчонка откровенно содрала меня со своим дружелюбием, отваги именно в ее линии не занимать. Остальные квесты — это обычные задания, которые не смогут приоткрыть вам мир. Есть, конечно, пару интересных задач, однако они сильно меркнут на фоне больших квестовых линий с Себастьяном и другими, но они все, так или иначе, направлены на изучение волшебной вселенной, ее тайны, опасности, ее жителей и врагов. А какие виды станут доступны вам во время прохождения, это словами не описать. Будто вот она, та самая, настоящая, живая природа с ее бесконечно меняющейся флорой и фауной. Как вы понимаете, мое сердце тронуто
Hogwarts Legacy. Самая большая часть моей истории, конечно же, пойдет на взаимодействие с миром. Я не использую терминологию разработчиков и объясню вам на обычном языке. Но все же воспользуюсь словосочетанием level designer. Именно в Hogwarts Legacy не только цветокоррекция сыграла действительно важную роль, а также сам дизайн и детальная проработка предметов, а в особенности геометрические пропорции. Я никогда за всю историю своей игровой деятельности не видела настолько приятного глазу расстояния от предметов до нас. Их идеально грамотно подобранные пропорции друг к другу и насколько же прекрасно абсолютно все предметы гармонируют в интерьере. Я никогда не думала, что это возможно в принципе, и причем я бы не сказала, что в каких-то проектах было сильно плохо. Однако я даже подумать не могла, что можно так хорошо. Фраза «а что так можно было?» вписывается в мое удивление как нельзя лучше. Где же именно я увидела самую идеальную постановку? В кабинете директора. Настолько точно передать ощущение от узких лестниц, навешанных предметов и продемонстрировать, насколько маленькое пространство именно с правильно подобранными расстояниями может преобразиться в самую лучшую комнату в мире. Конечно, мне сразу представляется, что тут мог бы сидеть Дамблдор, хотя, насколько я помню, события разворачивались задолго до него, и особенно меня зацепила астральная башня, ведь его жизнь оборвалась именно здесь, и насколько же точно они сохранили эту атмосферу. Как будто ты действительно был в этой башне и видел все своими глазами. Я больше тронута деталями, которые вызывают во мне все эти ощущения, но, конечно же, есть и другая сторона вопроса. Все, что связано с геймплеем, прекрасно. Не идеально, но прекрасно. То есть мне не к чему докопаться, однако после нескольких часов удивления от заклинаний они начинают надоедать. Использовать Авада Кедавру интересно первый раз 5. Потом ты относишься к этому заклинанию как к чему-то само собой разумеющимся. И с любыми другими такая же история. Просто оно считается самым интересным, конечно же. Я даже мод Волан-де-Морта поставила на минуточку. На Nexus моде он бесплатный. Заклинаний довольно мало, и с одной стороны это удручает. Однако здесь есть чем заняться и помимо заклинаний, учитывая, что постоянно я пользовалась только огненными и запрещенными. Но в любом случае, мне казалось, их будет больше. Сам мир состоит из головоломок, пещер, монстров, Хогвартса, Хогсмида, запретного леса и маленьких деревень. Здесь можно делать пусть и не все, но довольно многое. Охотиться на животных для своей выручай комнаты и их разводить. Собирать ресурсы, выполнять поручения, закупаться в магазине, менять прически, открывать тайны Мерлина. Здесь даже есть местные аванпосты, но в защиту их уточняю, что в сундуках всегда лежит что-то интересное и особенно одежда. Одежда, друзья мои, здесь удивительно. Огромный выбор цветов и фасонов. Я меняла костюмы постоянно и даже не скажу вам, сколько сочетаний было создано мной во время только сюжетной линии. Я хотела попробовать все, и двигаясь уже к 34 уровню, я наконец-то успокоилась. Но выбор, ребята, тут нереально красивый, начиная с самих персонажей в редакторе и заканчивая одеждой, очками, шапками, рукоятью под волшебную палочку. Действительно, художники поработали на славу. Несмотря на такой огромный мир, те, кто ненавидит загадки и ребусы, вам будет действительно скучно и невыносимо в квестах с решением головоломок. Я ненавижу головоломки. Самое ужасное, что не всегда именно за дверьми с ребусами лежит что-то интересное. Даже очки опыта не накинут. Однако, я так понимаю, это делается именно для детей и их развития. Поэтому да, отлично, что они есть именно в этой игре. В других, пожалуй, не надо. Головоломок очень много, и на них построена почти вся игра, и это жутко раздражает. Так что, кто не фанат, вам придется потерпеть. Во всем остальном у вас полная свобода действий, и в особенности вам понравится транспорт. Если делать выбор между метлой и гиппогрифом, я выбираю метлу. Она намного удобнее и быстрее, чем гиппогриф. И первый полет на нем, безусловно, это что-то невероятное. Включается эпическая композиция, и вы забываете обо всем. Будто не существует ничего, кроме вас, гиппогрифа и воды. Эти полеты заставят вас почувствовать себя самым счастливым человеком на планете. Отдельно хочу рассказать вам про выручай комнату. Это не сюжетные задания, так что не переживайте. Я просто не могу не показать вам эту красоту, которую вы можете сами создавать, менять, улучшать и переделывать под ваше усмотрение, начиная с ковров и заканчивая освещением. Это невероятно. Комната станет для вас настоящим рабочим кабинетом с собственным зоопарком, куда можно приводить животных и разводить их, выполнив пару квестов. Конечно же, она находится в самой лучшей школе волшебства
этого Хогвартс. Хогвартс удивит вас всем. Через каждые пару шагов вы можете с чем-то взаимодействовать, искать руководство, разгадывать загадки и ходить везде. Это огромный микрокосмос из мира Гарри Поттера, и без навигатора тут не обойтись. Я до сих пор не понимаю, что и где находится, хотя я прошла игру за 40 часов. Прошла игру, я имею в виду и сюжет, и взаимодействие, и до титров, потому что если вы проходите только сюжет, то это не совсем конец. В конце именно есть титры, и самое ужасное, что я закончила игру на 26 уровне, а надо было прокачиваться до 34-го. И это заняло у меня почти неделю, потому что уровни набивались дико медленно, пока я не поняла, что надо ходить на аванпосты и убивать троллей. За них давали по 200 очков опыта. Я даже нашла все 50 руководств в Хогвартсе абсолютно случайно. Впервые мне так повезло, и на самом деле в них нет ничего интересного. Это описание некоторых предметов, которые, возможно, и относятся к лору, однако они неинтересны от слова совсем. И проверить, действительно ли это отсылки на книги, довольно проблематично. Сам же Хогвартс устроен таким образом, что попасть из пункта А в пункт Б можно разными способами, и вы точно потеряетесь без навигатора, так как можно уйти в какой-то подвал и не понять, откуда вы пришли. Это самая распространенная проблема и приятное удивление, ведь насколько он запутанный, настолько же и интересный, начиная с залов и заканчивая теми же кухнями и пристройками. Учебные классы, кабинеты преподавателей, поле для квиддича, мостики, тайные тропки, и это все доступно для вас сразу, как только вы попадете в Хогвартс, а это будет почти в самом начале. Открытый мир наполнен не настолько разными животными, как хотелось бы. С разнообразием есть недобор, и хотелось бы видеть чуть больше животных и в особенности врагов, не людей. Что мне категорически не понравилось, так это упор на волшебную палочку. Объясняю. Да, это волшебный мир, но игра, если уж она с головоломками и направлена на то, чтобы в голове детей что-то да осталось, должна была показать, что палочка — это всего лишь инструмент, а не правая рука. В первую очередь важны наши физические навыки. Во многих заданиях, где мы лазали, можно было открыть дверь руками. И когда это принципиально делалось палочкой, то оно создает неверное представление о человеке и его способностях. Да, я понимаю, что вся суть заключается в магии, однако игра для 12+, с элементами образовательной деятельности. Так что я уверена, такой аспект, как демонстрация личных способностей, очень важна. По крайней мере, я бы точно вносила больше своих физических действий там, где это допустимо. По крайней мере, открыть дверь руками или убрать какую-то палку мы можем сами. Это скорее было бы хорошим дополнением к игре, чем категорическая замена предоставления функционала. Благо в игре мало стелса, и в этом плане я, конечно, сильно рада, потому что я довольно много играла в Ассасина старого и, конечно, подустала. Но зато ребусы не обошли меня стороной. Если же говорить об общем представлении всей игры Hogwarts Legacy, то я поражена, удивлена и счастлива от того, что она появилась. Это действительно прекрасная игра со всеми ее вытекающими. С полетами и сюжетной линией, с исследованиями и квестами, с одеждой, с выбором факультетов и с визуальным наслаждением. Мой игровой мир теперь не может существовать без Хогвартса. Это далеко не проходной проект. Да, это не RDR 2, но Хогвартс должен был быть, и он появился. Теперь он занял свою нишу и, надеюсь, будет только развиваться. Хотя то, что они сделали и как разработчики это преподнесли, заслуживает отдельного уважения. Я довольно редко прохожу что-то с таким ажиотажем и радостью, и именно Hogwarts Legacy стал таким проектом, который я не забуду никогда и буду помнить о нем только в самом приятном ключе.